И, как всегда, стандартно всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Ничего вам так не сэкономит средства, как примеры работы того или иного устройства в режиме реального времени. Вот сейчас вы видите, как может снимать так же, как и 100 смартфонов до этого, смартфон iQOO Neo 10, не 10 Pro, 5G в лифте. Насколько он хорош, 4К 60 FPS, вот так вот обзор, возможно, одним кадром, если лифт не остановится, если нет, то с паузой. И насколько хорошо работают его микрофоны, насколько хорошо работает его основной модуль, потому что по большому счету ультраширик вспоминать не хочется, это 1080p 30 FPS, на основном канале уже был обзор на него, на пользу стрима уже была прожарка его, мы гоняли его в нескольких играх. И в Warzone тоже. Спасибо тебе, Илюха, за то, что посоветовал все-таки гонять. Интересная залипательная игрушка. И чем хорош этот смарт? Вот сейчас вы запомнили, как он работает без усиления голоса. Сейчас я включил усиление голоса. И по большому счету в основном с ним и советую снимать что-то. И, разумеется, основной модуль всегда это шик, блеск, красота. Почему? Потому что фронталка, допустим, на iQOO Neo 10, к сожалению, для него и для нас, в способности только в 1080p 30 FPS. И, ну, если это не печально, то не очень хорошо, как минимум. Напоминаю, что вся съемка происходит, как вы видели уже в начале ролика, на жестком штативе. Все примерно так и тестирую. У меня уже 3 штатива погибло такими ухищрениями, потому что некоторые смартфоны тяжелые. Если хотите, чтобы это дело продолжалось, а после обзора не всегда охота это делать, не забываем прожать лайк, написать в комментах «Саня, продолжай», и это поможет проекту. Я понимаю, что я занимаюсь каннибализмом, так как у меня на основном канале, в принципе, я уже все рассказал, и вердикт тоже, но здесь у вас есть возможность отключить звук и просто прикинуть по перечню, допустим, 30 смартфонов. Вы знаете модели, я делаю на все. То есть я даже сейчас Tecno все скупил, которые мне интересны, там 4 модели, на них еще будут обзоры. И в одном и том же месте с одним и тем же лицом вы можете посмотреть, как работает стабилизация, одним и тем же темпом, с одним и тем же штативом. Кто понял, тот поймет, кто должен понять, тот понял уже. А что это такое, с чем это едят? Смотрите, смартфон, начнем с поставки. iQOO, ну нет, начнем, наверное, с самого, вдруг кто-то не знает, напишите, может кто-то первый раз. Что BBK, концерн, в который входил раньше, Vivo, iQOO, Oppo, Realme, и OnePlus, и, мне кажется, еще и Nothing, уже с 23 года у нас не существует. И отделились у нас отдельно iQOO и Vivo, которые китайские никогда не блокировались, и Realme, OnePlus и Oppo. И вот этот Realme, OnePlus и Oppo у меня уже все блокировались китайские. Для примера, Neo 7, который я уже купил, в течение 6 дней китаец пытается разблокировать, если разблокирует, то пошлет. По поводу iQOO и Vivo, пока их еще не блочили. Будут ли блочить, это вопрос. И это, чтобы сразу не было ложных иллюзий, а почему глобалки дешевле, а китайские версии дешевле, тем же iQOO 13. Вспоминаем, пока, да, iQOO ничего не блокировали, но это пока, и гарантии вам никто не даст. И, разумеется, не всегда хватают бендов. Вот X1, основной модуль, X2 и максимум Zoom X10, который бесполезен, цифровой. Все. Ликбез каждый раз в каждом ролике один и тот же. Почему? Потому что если не напомнить вам про риски, то вы можете приобрести что-то, что вам не надо. Следующий момент по поводу iQOO. Здесь нет 20-го бенда у этого Neo 10. Помимо того, что нет 20-го бенда, возможно, агрегация частот китайская, разумеется, нет eSIM. Начиная теперь с хорошего, потому что iQOO я люблю. А смотрите вы, скорее всего, если вы даже не знаете, для чего вы смотрите и по какой причине, потому что здесь есть обходная зарядка. То есть вы можете подключать смартфон напрямую к питанию сети и играть. И аккумулятор от этого погибать не будет. То есть его ресурс, циклы не будут тратиться. Это в игровом режиме включается, это основная плюшка данного устройства. Помимо этого, здесь у нас в комплекте идет 120-ваттная зарядка. Или, подождите, вот здесь 80, по-моему, ваттная. Ну, неважно, какая, вообще не имеет значения вот эти ватты. Почему? Сейчас объясню. Realme там вообще презентовали 300-ваттную, а почему-то выкатывают с
смартфоны на 120-ваттный, на 100-ваттный, на 80-ваттный. То есть важно, что он заряжается за 35 минут на 100%. И это круто. К сожалению, Type-C-шник версии 2.0. Так вот, в комплекте идет быстрая зарядка, чехол, кабель питания, разумеется, и ключ для извлечения лотка. Лоток, разумеется, на 2 физические симки. Повторяюсь, eSIM здесь нет. Запись разговора собеседника без уведомления собеседника о начале записи присутствует. Из интересного, коробка, как у всех айкушек. Из интересного, это очень сильно похоже на iQOO Neo 9s Pro Plus. Да, 9s Pro Plus. Это прям такое шикарное название. И айкушек у меня было много. То есть смотрите, Z9 Turbo, Z9 Turbo Plus недавно был. 9s Pro, 9s Pro Plus. iQOO Neo 10, 10 Pro уже был. 5G. iQOO 13, это а-ля флагман. Не совсем это прям флагман, но цена флагманская будет в глобалке точно. И вот этот весь волшебный банкет. Кстати, интересно, когда у людей эмбарго закончится на iQOO 13, потому что на iQOO 13 уже на китайский я сделал обзор. Я рад, что он работает, потому что так же, как и Xiaomi не блокирует свои китайские смарты, iQOO пока их тоже еще не блокировала по связи. Повторяю, что Realme, Oppo и OnePlus это делали. Притом может быть такая история, что вы покупаете Realme, как некоторые купили, по-моему, GT6 глобальные. Они были для другого рынка, они оказались тоже заблокированы по связи. Каким-то образом это решается, но это всегда головники, как вы понимаете. Так вот, что этот смартфон из себя представляет? Помимо Snapdragon 8 Gen 3, который просто великолепно сбалансирован здесь, но в супер тяжелых играх тач начинает потихонечку отваливаться. То есть супер волшебным его не назвать. Так вот, помимо этого у нас здесь благополучным образом экран прямой. Яркость. Избыточно яркость он в играх не сбрасывает. Отваливается только тач, то чуть-чуть. Сейчас вы видите, как он может отрабатывать против солнца. И нет, я не пойду штатно, значит, на пирс, потому что там занято. Пройти. Ну, попытаюсь пройти. Ничего критичного в этом нет. 5 секунд. Sorry, can I come? Sorry. Thank you. Sorry. Вот, все, прошел. Так вот, здесь нет телевика, здесь есть ультраширик, но он снимает только в 1080p 30 fps. Фронталка снимает только в 1080p 30 fps. И это печально. То есть я не могу здесь, как в Neo 10 Pro, перейти с основы на ультраширик, потому что она здесь не работает. Защиты от влаги здесь практически нет, беспроводной зарядки нет. По защите от влаги все тесты, которые вы видели в основном обзоре, были сделаны до утопления. Вот сейчас обзор одним кадром после утопления там на 3 секунды. Изначально запотевала камера, сейчас она уже не потеет. И в принципе, по мне, смартфон работает так же. Разумеется, топить его нельзя. Если говорить про фронталку, когда я говорю 1080p 30 fps, вроде бы это плохо с одной стороны. С другой стороны, сколько я не смотрел сравнения, а я его сравнивал, получается, с Xiaomi 14T в основном обзоре, он снимал хорошо. То есть я не скажу, что он снимал хуже, хотя разрешение, опять же, у Xiaomi 14T было намного круче. Вот. И вот такой смартфон, почему я еще достал, 14C Redmi, какой-то там за 8-9 тысяч рублей, вполне возможно будет не хуже. В итоге для вас, для использования, для фотографий, потому что очень многие не понимают, что им по большому счету нужно только счетчики сфотографировать, и все эти телевики, которого здесь нет, с портретами, вы же не все портретные фотографы, а еще как часто вы пересматриваете свои фотографии. По факту это тоже маркетинг. Почему? Потому что, ну вот у меня для примера есть телеграм-канал, где фотографии люди выкладывают и обсуждают их. Сколько там? Всего 2000 человек. Он единственный из всех телег не растет. То есть, ну и опять же, по большому счету это не про меня, не про то, что я там его не пиарю или еще что-то. Но он там 4 года. Если какой-то там канал для стримов за 10 месяцев 11 тысяч человек, то там никто не прибавляется. Почему? Потому что по факту людям интересно, чтобы им сказали, вот он красиво фотографирует, и все. А разбираться никто не хочет. И
де-факто мало кто интересуется. А если ты интересуешься, то ты купишь за эти 30 тысяч рублей, за 40, неплохой фотоаппарат, пусть даже бэушный. Или хорошую тушку, а потом постепенно будешь докупать оптику, потому что, ну, по фото, RAW формат, не RAW формат. Я понимаю, что кому-то удобно, я понимаю, что кому-то для соцсетей. Но для соцсетей нужны Samsung и яблоки. Остальные при выгрузке и сжатии вот этих всех телеграммов, запрещенных сетей, еще чего-то, отрабатывают лучше. Даже дешманский Samsung отрабатывает лучше, чем, опять же, по моему субъективному мнению и по моему опыту. Но переходим к этому смартфону. Так вот, 144 Гц у экрана вы практически нигде не увидите. Тач все-таки в тяжелых играх потихонечку отваливается, хотя яркость не сбрасывается. Я уверен, что кулером это дело можно снять. Корпус, к сожалению, не металлический. За эти деньги у нас есть много вариантов, где корпус будет металлический. Но вот так. На этом они тоже сэкономили. Говорить, если в долларовом эквиваленте, напоминаю, что, чтобы я сейчас вам не рассказывал, на распродажах это 300 баксов. Да, когда-то 300 долларов это было 15 тысяч рублей в 22-м, потом 300 долларов стало 24, и буквально 3 месяца назад это теперь 33-38, в зависимости от того, сколько будет стоимость перевода денег. Ну, потому что мы не только курс считаем, а нужно же представителям из Китая что-то как-то перевести, и это тоже денег стоит. Комиссия за переводы платится не только нами, но и площадками. Это я примерно рассказываю вам ценообразование. То есть, по большому счету, мы получили такой же, как и Neo 10 9 смартфон, тоже на супер новом процессоре, тоже ничего лишнего, никаких там беспроводных зарядок, никаких защит от влаги, никаких супер Type-C-шников. Хороший основной модуль, он реально неплохо снимает. Хорошая оптимизация, которую можно допилить, еще и обходная зарядка. Вот. То, что здесь есть помимо оптической еще цифровая стабилизация, точнее помимо цифровой оптической, вы и так прекрасно и без меня знаете. Как она отрабатывает, это важнее, то, что она есть. А по поводу герцовки, повторяю, 144 Гц вы увидите только в некоторых антутовских там программах для тестов, а по факту 120 Гц в лучшем случае. Вот. И ну, сама система работает при 120 Гц. Зачем здесь 144? В основном для китайских прок и китайских всяких мессенджеров и всего подобного. Так, ваши ставки когда-нибудь сейчас сломаю себе здесь хребет, и вы не увидите обзор. И Айку будет рад. И Realme, и Vivo, и Oppo, и еще много всех, да? Так, и итого. Смарт классный, выглядит так же, как Neo 10 Pro. Скорее всего, на Neo 10 Pro я тоже все-таки сделаю обзор одним кадром. Что еще интересного добавить? По поводу клонирования приложения, у меня спрашивали, он клонирует приложение. По поводу каких-то особенностей в рекламе, как GT7 Pro, но я ее и не мог увидеть, потому что у меня GT7 Pro китайский, я там чего-то не видел рекламы, но может быть я ее пропустил. По поводу всякого игрового режима, вот смотрите, смартфон, хотя китайский, Play Market, Play Store устанавливается без проблем, то есть Google сервисы здесь на борту. Но перевод где-то местами вас будет бесить, а какой-нибудь там, опять же, игровой помощник, там будет китайский, и все вы китайское не выпилите. Ну никак, физически. Это первое. Второе, русский язык где-то будет переводы, переносы не очень приятные для вас. Третий момент, немаловажный, по поводу оповещений. Вам придется их настраивать. Будут люди, которые вас будут убеждать, что они настраиваются без проблем. Я вам скажу, что все это все равно головники какие-то. То есть при любом раскладе вам на это надо обратить внимание. И 20-й бенд. То есть напоминаю, что 20-й бенд многим не нужен, но у вас вполне возможно, посмотрите, программ море просто. Наверное, в описании название скину, может быть, нет. Просто они тоже вроде есть, но они не совсем всегда безопасны, если вы не с Play Market их качаете. Да даже то, что вы с Play Market качаете, не всегда безопасно. Так вот, вы можете посмотреть покрытие своего оператора, и вполне возможно, 99% вам 20-й бенд не нужен. Основной 7-й, 3-й. Но его здесь нет. И агрегация частот, опять же, она не европейская. В принципе, базу вам рассказал. Все какое-то специфичное, размеры, плотность пикселей, яркости, все остальное в обзоре. И по поводу шима тоже, потому что здесь есть два вида, по-моему, затемнения шима, чтобы не было у вас мерцания. Два типа. Но по факту без них тоже все работает нормально. То есть с шимом здесь все хорошо.
Внешне мне смартфон нравится, в руке лежит. Не скажу, что супер удобно, потому что не знаю. Есть ощущение, что хочется чехол на него надеть. Ну и все. Я не скажу, что мне не хватает телевика. Мне он не нужен. Хотелось бы 4К на фронталке, да. И за такие деньги, да, хотелось бы чего-то большего. Но они дали, знаете что? Вот оправдание всему в этом смарте. Обходная зарядка и Snapdragon 8 Gen 3 оптимизированный. Понятно, не на 100%, но вешаем кулеры. Я, кстати, куплю айкушные кулеры, айкушный геймпад. Может быть, еще буду и с ними тестировать. Напоминаю, на основном канале полный обзор, на пользу стрима прожарка его. 3 часа мы его гоняли. И вот сейчас вы видите обзор одним кадром. Девайсу от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.